Привет, друзья! Моя любимая теща поделилась очень интересным и необычным рецептом приготовления кабачка. Сегодня мы его приготовим вместе с вами. Должно получиться вкусно и интересно. Готовим! Кабачок моем, снимаем кожуру при помощи овощечистки, отрезаем ненужное, разрезаем кабачок напополам и убираем мягкую сердцевину вместе с семечками. В результате этой операции кабачок у меня изначально был 2,5 килограмма, осталось ровно 1,5 килограмма. Чтобы дальше с ним удобно было работать, разрезаю кабачок вот на такие куски и натираю на крупной терке. Перекладываем в глубокую чашу, добавляем соль, перемешиваем и оставляем кабачок в покое, чтобы он дал сок и просолился. На это уходит от 20 до 30 минут. Пока есть время, натираем сыр. У меня сегодня моцарелла, но можно брать абсолютно любой сыр, тот, который вам нравится. Помидоры нарезаем вот такими кругляшками. У меня кабачки постояли 20 минут. Теперь тщательно отжимаем их от лишней влаги. Чем сильнее отожмете, тем лучше. Перекладываем кабачки в другую чашу. Можно сразу перемешать, чтобы удобнее было работать. На 1,5 килограмма добавляем 4 стандартных яйца. Но так как у меня сегодня яйца огромные, я добавляю всего 3 яйца. Также сюда идут любимые специи. Я буду использовать хмели-сунели и копченую паприку. И теперь хорошенько перемешиваем. Соль уже не добавляем, так как мы добавляли соль ранее. И ее вполне достаточно. Перекладываем кабачки в форму для запекания. Разравниваем при помощи ложки. Добавляем кетчуп. Делаем вот такую сеточку и разравниваем при помощи ложки по всей поверхности. Сверху выкладываем натертый сыр. На сыр выкладываем кружки помидора. Так как моцарелла не соленая, я на помидоры насыпаю немножко соли, прям буквально чуть-чуть. И добавляю немного свежемолотого черного перца. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, нагрев вверх-вниз, и будем запекать в течение 25-35 минут, пока сыр не подрумянится. Пока у нас кабачки запекаются, можете подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и оставить какой-нибудь добрый комментарий. Мне будет приятно. У меня кабачки запекались ровно 35 минут. Нарезаем порционно и подаем. Можно украсить веточками петрушки и посыпать свежим укропом. Такие кабачки хороши как самостоятельное блюдо, так и являются великолепнейшим гарниром, который можно подать даже на праздничный стол. Ну что ж, пробуем! Кабачки, приготовленные таким образом, получаются очень нежные и очень вкусные. Все на месте. И помидорки, и сыр, и сами кабачки. Готовьте, радуйте своих родных и близких и получайте от еды удовольствие. А я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока!